Всем привет! Сегодня начинаем нашу новую тему под названием «Советы по WordPress». В данном случае мы рассмотрим массовое редактирование товаров в WooCommerce. WooCommerce — это плагин интернет-магазина, плагин для коммерции, как следует из его названия. И когда товаров скапливается много достаточно, возникает вопрос массового редактирования. Для чего это нужно? Это нужно, например, для того, если вам надо массово поменять цены во всех товарах. В принципе, если товар не вариативный, если это обычный товар, то цену поменять несложно. Вы можете нажать «Свойства товара». Здесь вы увидите цену и, соответственно, поменяете на новую. Ну, допустим, давайте поставим здесь 50 и нажмем «Обновить». Видите, это все равно занимает какое-то время. Обновилась цена. Хорошо, а что делать, если все-таки у нас товар вариативный? То есть у него есть несколько абсолютно разных вариаций. Если мы нажмем «Свойства», то здесь цены не будет. Мы не можем поменять. Нам необходимо заходить в сам товар. Заходим в товар и обратите внимание, что это еще не самый медленный сайт. То есть бывает, что админка работает в несколько раз медленнее. Зашли в товар, после этого нам надо найти вкладочку нужную нам. Данные товара, вариации, дождаться, пока оно снова загрузится. Открыть каждую вариацию. Дойти до нужной строки, потому что строка с ценой далеко не всегда первая, особенно когда много всего установлено, различных дополнений. После этого ввести новую цену. Ну, например, давайте 160, даже 200. Пусть будет так. Ввести новую цену. Потом в следующем то же самое сделать. В следующем то же самое сделать. А бывает, что этих вариаций несколько страниц. Это достаточно неудобно. После того, как мы это сделали, нам нужно вернуться наверх и нажать «Обновить». И снова мы ждем. Обратите внимание, что обычно не получается открыть несколько страниц для редактирования, несколько товаров. То есть, если вы откроете, например, 10 товаров для редактирования и будете подряд в каждом вот так клацать и нажимать «Сохранить», то сайт, скорее всего, выдаст 503-ю или 500-ю ошибку и зависнет. И, соответственно, ваши изменения не сохранятся, и хорошо, если данные не пропадут. Что делать? Решение достаточно простое. Методом проб и ошибок нашли вот такой вот замечательный плагин WooCommerce Advanced Bulk Edit. То есть массовое редактирование в WooCommerce. Как выглядит плагин? У него есть своя страничка после установки. Ну, естественно, он платный. Вообще, к сожалению, все, что действительно стоящее, оно все платное. Либо оно может быть бесплатным, но тогда с такими урезанными возможностями, что работать с ними просто невозможно. Вот так. Тавтология на тавтологии. Итак, вот что у нас получается. Мы нажимаем, заходим в этот плагин, нажимаем «Загрузить продукты». Здесь есть перевод на русский язык, но обычно он на английском языке. И получаем всю таблицу товаров. То есть она достаточно большая. Вот вы видите, 831 товар. Здесь у нас было, сейчас глянем, сколько у нас здесь было. Открываем. 831 тоже. Ну, замечательно, что совпадает. Давайте начнем с настроечек. Здесь достаточно их много. Во-первых, вы полностью управляете колоночками. Нажимаете колонки, и вы выбираете, что вы хотите видеть. Хотите вы видеть изображение товара или не хотите. В данном случае я редактировал порядок в меню, порядок вывода на сайте, и, соответственно, я поставил галочку «Порядок меню». Вы хотите, можете исправить здесь краткое описание, основное описание. Артикулы удобно проставлять. Теги тоже достаточно большая проблема, потому что встроенный редактор WooCommerce теги может только добавлять. То есть вы можете выделить все, например, нажать, сейчас давайте, нажмем «Изменить», «Применить». Вот мы выделили где-то 100 товаров, или 200, не знаю. И теперь мы можем метки товаров добавить.
Но проблема в том, что, например, мы сейчас добавим метку распродажи у всех. Метка-то появится. Но когда нам захочется снять эти товары с распродажи и захочется убрать их из метки распродажи, из таксономии распродажи, то сделать это можно будет только вручную. То есть в каждый товар заходить отдельно и в каждом товаре удалять эту метку. Вот такая вот фигня. Здесь мы это делаем гораздо проще. Давайте сейчас сразу же эти теги и посмотрим, как они работают. Теги, метки — это в данном случае, считайте, одно и то же. Даты распродажи, размеры, но это как бы не столь важно. Так, что здесь еще есть интересного? Остальное уже не столь важно. Ну, допустим, давайте нажмем ОК. И смотрим, что у нас. Вот появились наши теги здесь. Все колоночки между собой мы можем перемещать. То есть, допустим, хочу я теги поставить в конец, я переставил. Ну, например, я работал, если с ценами, то цена отображается здесь. В колоночке обычная цена. Я вот ее могу расширить как угодно. Наличие я вижу, там, например, есть в наличии, нет в наличии, могу выбрать. Поменять цену. Поменять цену могу тоже, но только в простых товарах. Это у нас, видите, не меняется. Это какой-то товар, видимо, вариативный. Надо смотреть на него. А так, в принципе, цена для изменения доступна прямо здесь. Я нажимаю, например, вот было 65, я нажимаю 75, нажимаю Enter. Ячейка подсвечивается красным. После этого я продолжаю править все, что мне нравится. Все, что мне нужно. Исправляю там, например. И нажимаю «Сохранить изменения» вверху. В самом конце, после всех изменений. Буквально проходит 20 секунд. В данном случае быстрее. И все уже сохранено. То есть товары обновлены. У них появились те цены, которые мы поставили. Давайте посмотрим, что происходит с тегами. Вот у нас есть... Так. У нас есть тег. Cancel сейчас нажмем. Out of stock. Так, работа с тегами не настолько удобна, но как бы программа не знает, что вы хотите. Вы хотите новый добавить или вы хотите убрать. Мы, соответственно, тогда убираем с Out of Stock и нажимаем «Сохранить». Все, ячейка изменена. Возвращаемся назад, сохранить изменения. Получилось. Достаточно быстро, достаточно просто. Очень важное свойство — это работа с ценами. То есть вы достаточно быстро можете поменять цены на те, которые вам нужны. То есть вы видите слева товар, название товара, вы видите его фотографию. Она, правда, уменьшенная пока что, но мы ее можем увеличить. Здесь есть быстрые настройки, увеличивать фотографии и нажать «Сохранить». Сохранилось, и теперь будет увеличиваться фотография. Если нам надо видеть галерею, то мы выбираем колоночку «Галерея». Так. Вот что здесь неудобно, так это то, что в две колонки все расположено и достаточно специфически. Может быть, каталог товаров. Убрать-то я ее убрал, а добавить тяжелее будет. А ну-ка. Да, это оно и есть. Каталог товаров. Ну, вот так вот перевел кто-то. И, соответственно, вы видите все фотографии, которые добавлены в галерею этого товара. Зачем это нужно? Для того, чтобы вы могли увидеть, что именно вы редактируете. Ну, то есть, вот слева у вас написано, например, сумка. А что за сумка? Взяли, навели на эту сумочку, посмотрели ее фотографию.
точно так же вы здесь, по идее, можете это исправить. Вот так. Взять, удалить изображение вы можете. А ну-ка, здесь в галерее что мы можем сделать? Мы можем по отдельности поудалять каждое изображение. Это уникальные возможности, на самом деле. Для тех, кто редактирует большое количество товаров, эти возможности просто супер. Так, поехали дальше. Что есть еще у вас? У вас есть фильтр. Свернуть, развернуть. Вы можете фильтровать по названию, можете фильтровать по количеству. Допустим, вы хотите найти все товары, которых больше там 20 штук. Окей. Ввели 20. И вот остались только товары, которых больше 20. Хотите найти все товары, которых меньше 1. Ну, то есть отсутствующие товары. Давайте посмотрим. Есть количество 0. То есть, как видите, все отсутствующие товары у нас появились. Тип товаров. Simple, ну то есть обычный, стандартный товар. Либо там, вариативный, например, товар. Вот простые товары мы сейчас давайте выведем. Здесь мы все убираем. Так, и что у нас получилось? И по идее должны показываться все простые товары. 513 товаров. Цена везде должна нажиматься, открываться, редактироваться. То есть товар прост и замечательный. Супер. То, что нужно. Вы можете точно так же искать товары с вариациями. А ну-ка. Variable. И нажимаем Enter. Уже чуть дольше происходит поиск. И видите, что загружены вариации. Цены ни у кого нету, вот кроме одного единственного товара, который, видимо, оформлен с ошибками. Так, а теперь мы сбросим. Хотя нет, мы не будем сбрасывать variable, пусть останется. И мы сейчас загрузим не сами товары, а товары вариативные с ихними вариациями. То, о чем я вам вначале говорил. Нажимаем вариации. Нажимаем загрузить продукты. И теперь идет сначала название товара, то есть основной товар, где мы цену редактировать не можем, практически ничего не можем редактировать. А потом идут вариации. И в каждой вариации вы уже отдельно можете исправить что-либо. То есть вот так вот сделали, например, смотрите. Маленький брелочек стоит столько-то. Взяли и исправили цену. Мы поставили 200, поставим теперь 100. Никуда не заходя, все очень быстро. Даже Enter вот можно не нажимать, а просто вверх-вниз нажимать. Здесь, например, сделать сохранить изменения. И так я могу пройтись по всем и только после этого сохранять изменения. Видите, все сохранено достаточно просто и замечательно. Следующий момент. Давайте мы сейчас выберем все товары, которых нет в наличии. Выбираем variable, меньше 1. Простой товар ставим, то есть его 100% нет в наличии. Загрузить. Зачем-то я гружу вместе с вариациями. Вариации убираем. Проверяем наличие цены. Цена у всех есть. Замечательно. А теперь смотрите, что мы сделаем. Мы проведем массовое редактирование товаров. Мы включаем Bulk Editing Mode. Здесь есть подсказочка, кстати, вы можете навести на нее. Ну и она должна, не навести, а нажать. Нажать на нее, и она показывает, как это все работает. При включении этого режима изменение, которое вы внесете в одном товаре, будет применено ко всем товарам, которые выделены. То есть таким же образом я вот, например, всем добавил порядковый номер в меню, ну не всем, а почти всем, 999, чтобы они переместились в конец. Итак, я сейчас выделю все товары, которые простые, и их нет в наличии, и добавлю им новый тег.
Добавлен новый тег. Вот я вижу, здесь нету тега. И сразу давайте заметим, где еще нету. Мы сейчас отсортируем по тегам, так будет даже проще. Мы сразу увидим изменения. Вот здесь, например, нету тега. И теперь мы всем добавим тег out of stock. Я могу поискать сверху, но я хочу найти так, чтобы увидеть, как оно работает. Итак, out of stock. Нажал Save, появилось. Я прошу прощения. После сортировки слетело выделение. Придется повторить в другом. Out of stock, Save. И видите, оно появляется везде абсолютно. И нажимаем «Сохранить изменения». Товаров было выбрано 252. Здесь есть какая-то шкала выполнения, запись пакета. Есть out of stock. А ну-ка давайте расширим и посмотрим, остались ли предыдущие теги. Вот мы и нашли минус, предыдущие теги удаляются, но в данном случае это отсутствующие товары, не критично абсолютно. Но на будущее надо иметь в виду, может быть, здесь есть настройка? Нет, настройки нет. А можем ли мы это изменить? Некоторые фильтры подразумевают возможность отменить последние изменения. Сейчас спустимся вниз. И здесь такого нету. Это надо иметь в виду при редактировании. Так, дальше. Есть настроечки. Вы можете ограничить количество выводимых товаров. То есть, если сайт работает совсем медленно, то, соответственно, вы ставите здесь, например, 100 товаров. Давайте нажмем 100 товаров. То у нас было 252 товара на одну страницу. А сейчас будет, по идее, меньше. 100 пишет здесь, а внизу пишет, что есть еще всего 3 страницы. Дальше настроечки различные. Я пока не включал, потому что не вижу у них ничего полезного. Здесь в поля поиска вы редактируете те поля, по которым вы можете искать. То есть у нас активно только количество, тип товара и несколько системных, которые мы не можем отключить. Но также мы можем искать по каким-то другим параметрам. Если я нажму атрибуты, то появятся все атрибуты, появятся доступными для поиска все атрибуты, которые вбиты в WooCommerce. Собственные поля. Полезная штука. Вы можете добавить собственные поля. О чем идет речь? Речь идет о том, например, что вы установили какой-то плагин, который добавляет какую-то характеристику к каждому товару. Какое-то дополнительное поле. Либо, как вариант, вы самостоятельно создали поле дополнительное для товара. Ну и, например, поле будет там гарантия. Или поле дополнительная фотография. Или видеофайл. Или еще какое угодно поле. Одно из последних, с которым я работал, таким дополнительным полем, собственным полем, это цены в других валютах. Ну, то есть мультивалютный магазин на несколько языков, и, соответственно, там использовалось несколько валют. Так вот, изначально эти валюты редактировались так же, как и сами цены внутри товаров. Чтобы их вывести сюда, нужно было узнать, как называется это поле в базе данных. И после этого здесь добавить собственное поле, вводите ключ из базы данных, обзываете его как-нибудь, указываете его тип, и он появляется, соответственно, у вас в этой таблице. Но есть варианты еще проще. Вы можете найти собственные поля. То есть вы знаете, что вам надо отредактировать что-то, но не знаете, как называется это поле именно в базе данных. Вы тогда нажимаете «Найти собственные поля».
Здесь есть кнопочка «Рекомендуемая». Нажимаете. Плагин проводит анализ всего, что у вас установлено, и предлагает вам выбрать, что из этого вы хотите использовать. И сразу же здесь есть значение этого поля. Ну, например, средний рейтинг WooCommerce. Достаточно интересно. Давайте его попробуем добавить. Количество отзывов. Так, какие-то поля UAST идут. Так, это поле для Google Merchant. Аналогично. Ух ты, сколько для него получится. Вставленные видео, Facebook, Merchant. И все. Ну, здесь просто на этом сайте особо ничего такого нет. То есть если поле есть, вы его добавляете, если нет, то придется что-то искать в базе данных. Итак, Save Selected and Close. И смотрим, появится ли поле у нас здесь. Да, появилось, видите? Средний рейтинг и количество отзывов. Вот есть у нас один отзыв. Мы сейчас уберем Bulk Editing. Мы уберем фильтр. Загрузим продукты заново, товары, то есть на английском Products. Настройки. Количество товаров сделаем, чтобы выводились все, так как этот сайт позволяет. Снова загрузим продукты, товары. Было 100, стало 831. А теперь сделаем сортировочку по отзывам. Есть, сработало. Это по рейтингу. А вот по отзывам. То есть мы видим количество комментариев. Мы можем их исправить. Правда, я не знаю, зачем менять количество комментариев. Если комментариев от этого не добавится, это сомнительно достаточно. А вот рейтинг поменять можно. То есть почему не поставить там где-то было 4, поставить 4 и 5, например. Или 5 даже сразу же. То есть это я вам показал, как добавлять какие-либо поля. Соответственно, вы можете менять не только цены, не только удалять фотографии, вы можете менять абсолютно что угодно. То есть кое-где выпадающие у вас списочки будут в наличии, не в наличии. Кое-где вы будете вводить цифры вручную, либо как рейтинг. Где-то будете выбирать тег из вот такого окошка с чекбоксами. И, соответственно, можете менять название. То есть вам надо что-то изменить быстренько в названии. Вы можете в каждом товаре пройтись. Вот один из последних запросов был добавить в каждое название, добавить одно слово перед названием. Достаточно быстро это все делается. В принципе, я смотрю, даже ID-шник можно поменять, хотя это уже лишнее. На мой взгляд, мега плагин, когда вам надо массовое редактирование. Единственное, это редактирование все равно приходится делать вручную, потому что если вот так вот массово, как я добавлял тег, то можно случайно направить что-то не то. Отмены здесь нет. Чтобы сделать отмену, придется создавать бэкап базы данных. И потом его восстанавливать. Иначе я пока не вижу, каким образом это отменить. Но это в принципе нормально. Еще раз говорю, что это один из немногих плагинов, которые делают такую работу, но при этом этот плагин делает ее без ошибок, потому что с вторым BER, название его начинается, с
Со вторым пробовали, он некорректно воспринимает валюты и плюс версия от версии вызывает конфликт. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, будем скоро рассматривать другие плагины полезные.